Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И в эти праздничные дни я хочу вам предложить поболтать о новинках, которые вышли у американских дизайнеров, итальянских, французских дизайнеров. Посмотрим, что там новенького. И начну я, пожалуй, с горячо любимым всеми нами Dimensions. Вот такой котик, который называется Floral Crown Cat, с птичкой на голове. Вышивается он на 14 каунте White Aida. И размер у него 28 на 28 сантиметров. Ну, как по мне, очень даже реалистичный котик и очень даже симпатичная у него корона из цветов. А следующая новинка от Mirabilia называется The Muse, Муза. И она вышивается на 32 каунте White Chocolate. И вышивается она DMC, Caron Water Lilies, 147 на 207 крестиков. И размером она 23,5 на 33 сантиметров. Ну, я, честно говоря, с Мирабильей как-то еще не очень определилась. Мне там нравится один сюжет, и, может быть, в следующем году я все-таки решусь на Мирабилью, потому что выглядит она классно, но мне как-то не очень нравятся женские образы в вышивке просто-напросто. Ну, посмотрим. И следующим у нас идет итальянский дизайнер Крочетте Агого, называется «Рождество в городе», и вышивается он на 32 каунте натуральном Белфасте ниточками DMC 237 на 268 крестиков. Ну, вот такие в 3 этажа, я показала, вам каждый этаж показать хотела. Ну, вот мне чем-то этот дизайн напоминает французских вышивальщиц. Мне кажется, даже у них что-то типа такого подобного было. Ну, вот кому нравятся такие дизайны, очень даже славный, симпатичный. Ну вот и мы и добрались до французов. Сразу прошу прощения за мой французский. Вообще как-то не связано с этим. Называется фирма Le Petit Croix de Lucie, penso. Я думаю, так. И этот дизайн называется Hot Chocolate at Window. Горячий шоколад в окне. Она вообще любительница кошек. И следующая кошка у нее будет вот эта. Честно говоря, это окошко мне гораздо больше нравится. Мне кажется, его будет гораздо интереснее вышивать. Смотрите, сколько там мелких деталей, какие все эти предметы интересные там вокруг этой елочки. Ну, я бы выбрала эту елочку, это окошко. Есть у нее еще вот такое окошко, это не новинка, но оно мне понравилось, и я решила поставить для любителей Хэллоуина. Мне кажется, это очень-очень интересное окошко. Класс, оно здоровское. Мы по-прежнему с Le Petit Croix de Lucie, если я правильно говорю. Названия всех фирм, которые будут в этом видео, я оставлю в описании под видео. Так что смотрите и читайте правильно. Так вот, у нее серия вот таких гномов. Это гном новинка 2023 года. Я знаю, сейчас бум на этих гномов какой-то сумасшедший. Это гном за 2022 год. Это не новинка, ну так поставила. А этот гном называется Маг. Он выпущен был еще раньше. Я небольшая поклонница гномов, ну, я знаю, что очень многим они нравятся. А вот эта славная мышка мне очень нравится. Такая она уютненькая, в свитерочке, с чаечком. Прелесть, прелесть душевная. И вот такой бравый щелкунчик. Сейчас тоже какое-то повальное увлечение щелкунчиками. Ну, этот симпатичный. Ну вот что покорило мое сердце, прям вообще любовь с первого взгляда, удар молнии, и это в моем виш-листе вот такие мимимишные мимимишки. Боже, какая прелесть, я просто балдею. Вы
посмотрите на эти платьичка, вы посмотрите на эти мордочки. Ну, как можно пройти мимо такого милашества? Так что от этой компании у меня в виш-листе осталось окно с елкой и вот эти прелестные мишки. А теперь перед нами, как вы можете видеть, Plum Street Samplers, The New World, новый свет. И Паулет Стюарт, дизайнер этой компании, она пишет: мне было очень весело создавать этот сэмплер в стиле Rhode Island. И первоначально этот сэмплер был выпущен в Shepherd's Bush в 2022 году. Ну, я так понимаю, Shepherd's Bush вы выкупили права на него. Ну, а теперь это доступно в открытом доступе. В сэмплере представлены паломники, которые высадились в Америке на этом корабле Mayflower. И также представлены вампанааги. Это, я так понимаю, индейцы, которые там коренные жители. И она пишет, Паулет Стюарт: я даже исследовала их традиционную одежду того времени. Даже в том числе, как они носили перья в голове. Ну, я так понимаю, индейцы, как носили перья в голове. И цветочные мотивы, которые на сэмплере мы видим, они взяты из старейшего известного сэмплера в Америке, сэмплера Лоары Стэндиш, родители которой были на борту как раз вот этого Мейфлауэра, этого первого корабля с паломниками. Ну и, значит, этот буклет включает в себя некоторые исторические заметки о новом свете, и Паулет надеется, что они придадут ощущение жизни сэмплеру, если вы решите его вышить. Вот такая вот история. И, на мой взгляд, это классно, что она вот пишет историю этого сэмплера. Например, я совершенно была всегда равнодушна к сэмплерам, а вот сейчас прочитала эту историю, и как-то вот мне даже интересно стало посмотреть, рассмотреть этот сэмплер. И, может, придет как-то время, когда я дорасту до сэмплеров. Сэмплер вышивается на 36-м каунте Хох-Бристл от Fox and Rabbit. Вышивается ниточками DMC, Wix Dyeworks, Classic Colorworks, 169 на 185 крестиков. Ну, как всегда, Plum Street сэмплеры — это не самые дешевые сэмплеры, скажем так. А перед вами следующая новинка. Это игольничка, тоже от Plum Street Samplers, и она называется Winter Blessing. И там вот такая славная игольничка с оленем и с девочкой, и она вышивается на 36-м каунте. Salt Bush называется эта ткань, от Fox и Rabbit, с использованием DMC, Wix Dyeworks и Classic Colorworks. Количество стежков 61 на 66. И Паулет Стюарт пишет, что самое классное, что ей здесь нравится, это библейский стих, это притчи 31:21. И она звучит так: «Не боится снега для дома своего, ибо все домашние его одеты в багряницу». И я считаю, что это просто прекраснейший стих, пишет Паулет Стюарт. И последняя на сегодняшний день новинка от Plum Street Samplers. Это вот такая подушечка Christmas in the Colony. Я люблю пилигримов. Что тут можно сказать? На этой игольничке изображена пара пилигримов, празднующая праздник возле своего яркого красного домика, о котором, я уверена, говорит весь город. Ведь он такой красный и все такое. Они приветствовали своих друзей вечным символом гостеприимства, ананасом, всех с святками. Ну и, как всегда, вышивается на 36-м каунте ниточками DMC, Classic Colorworks, Wix Dyeworks, и размер этой игольнички 120 на 53 крестика.
А следующий дизайн у нас от Терезы Когут. Это Дед Морозы на оленях. Называется Santa's Delivery. И вышиваются эти Дед Морозы на черной перфорированной бумаге 14 каунта. Использование нитка DMC, Wix Dyeworks и Classic Colorworks. И каждый Дед Мороз, ну тут разное количество стежков. Один 85 на 78, еще 82 на 58 и один 96 на 72. И на сайте сказано, что деревянные заготовки можно приобрести в компании Chantelis 141. Design Company называется вот так. А следующая новинка у нас будет от Primitive Hair. И называется она «Ведьминский узор для вышивки крестиков» из книги Primitive Hair с надписью 1692. Они пропустили одного, что бы это ни значило. И вышит этот дизайн на нитками Gentle Arts на 30 каунте. Количество стежков 60 на 54 крестика. И следующая новинка от Primitive Hair, это называется сэмплер с изображением призрачной женщины. Призрак, наверное, женщины-призрака, защищающие ваши иголки. Игольничка с призраком женщины. Внутри вы можете хранить их в 3 разных размерах. Модель вышита на льне Old Salem 30 каунта с использованием ниток Wix Dyeworks, Gentle Art и DMC. Количество стежков 180 на 130 крестиков. Мне кажется, как-то Primitive Hair поздновато представили новинки. Хэллоуин уже прошел. Ну, на следующий год кто-то, может, заранее будет покупать. А следующая вот такая прекрасная бабочка, называется Study in Nature. Это The Artsy Housewife. Честно говоря, я первый раз вижу и слышу этот дизайнера, эту фирму, но я увидела эту бабочку и, как говорится, мое сердце остановилось. Очень она мне понравилась, я ее тоже в виш-лист. Я, видимо, люблю на красном все вышивать. Рисунок вышит на ацтекском красном льне, плотно 40 на 40 каунте с использованием шелковой нити Dinky Dyes. Количество стежков 181 на 143. Ну да, Dinky Dyes это будет шикарно, конечно. Ну, согласитесь, прелесть. А вот еще одна новинка The Artsy Housewife. Такая вот курочка. Хотела сначала сказать, что это к Пасхе, но мне кажется, вот этот веночек наверху больше там отсылает к Рождеству. Ну, тоже симпатичная, славная. Конечно, не такая славная, как бабочка, но все равно неплохо. И, значит, вышита она на льне Dirty Line, грязный лен, плотный 32 каунт с использованием мулины Classic Colorworks, Gentle Arts и Wix Dyeworks. Количество стежков 88 на 143. А эти озорные эльфы – это уже полноценные наборы. Предыдущие это все были только схемы, а здесь это наборчики, в комплект которых входит ткань, иголки, нитки, инструкция и также пяльца. Размер – это где-то сантиметров 15-17 будет этих дизайнов. И эта фирма называется Dutch Stitch Brothers. Вот такие славные озорные эльфы. И не могла я пройти мимо этих фетровых наборов от Буцилы. Я понимаю, это не вышивка крестиком, но я вижу, многие девчонки делают эти игрушки, эти сапоги фетровые. Они классные, здорово они выглядят и получается замечательно. И вот были вот эти мишки-новинки.
Некоторые и я зашла посмотреть, и, я, конечно, на мишках зависла. И меня что-то на мишек что-то в этот раз, пробило. Вот, друзья, такие, новиночки. Я надеюсь, я вас, развлекла, отвлекла. Может, вас, что-то даже заинтересовало, может, вы захотите, что-то повышивать интересное, новенькое увидели, узнали. Я с вами на этом прощаюсь. Я желаю вам всего хорошего, хороших праздников. Отдыхайте, наслаждайтесь зимой, Рождеством, Новым годом. Всех с праздниками и до следующего видео. Всем пока-пока!